Вот такой ягодный пирог с бизе я сегодня сделал. Посмотрите, какая прелесть, аппетитно выглядит. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся выпечкой. А именно, я слежу за одной блогершей, такая приятная красавица. У нее не кулинарный канал, а просто она показывает всегда свою жизнь, и иногда показывает, что она готовит. И она там поделилась рецептом одного пирога. Для нее это семейный коронный пирог, и все это любят, и всегда получается. Я посмотрел рецепт, и посмотрел, что в итоге получилось, и я решил это сделать, попробовать и с вами поделиться этим рецептом. Должно получиться очень вкусно. А чтобы время не терять, давайте покажу, что и как я буду делать. Все ингредиенты будут подписаны под видео, и также я все измерения делаются в стаканах или в стаканах. Единственное, что время выпечки она не сказала. Она сказала, что выпекается до готовности, но я засеку время и под видео подпишу, сколько же я выпекал, чтобы вам было легче ориентироваться. Так что пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, все, что мне понадобится, здесь у меня уже на столе приготовлено. Маргарин, мука, пищевая сода, чуть-чуть добавил пекарный порошок, сахар, лимонная кислота, соль и здесь желтки. Белки взбивать будем отдельно. Так что начнем все это взбивать теперь, делать тесто. Сразу скажу, она все замешивала вручную. Она сказала, что можно делать на платяном миксере. Так как у меня руки слабые, я буду пользоваться миксером. Так, сюда в посуду я сейчас отправляю маргарин. Так. Отправляю сахар. Щепотка соли. И желтки. И попробуем сейчас это все перемешать. И потом мы добавим лимонную кислоту с мукой. Начинаю с маленьких оборотов, и потом, конечно, обороты я увеличиваю. Итак, я забыл включить камеру. Так что, повторяюсь, в первую очередь мы отправили сюда в миксер желтки, маргарин, щепотку соли. И все это мы хорошо перемешали. И теперь я добавил оставшиеся ингредиенты: пекарный порошок, соду, муку и лимонную кислоту. И теперь пускай замешивается. Итак, смотрите, как у нас тесто здесь хорошо. Так, это сейчас я уберу со стола. Итак, стол у меня чистый. Теперь я перенесу это все на стол и вручную будем формировать шарик или мячик. Так. Как видите, хорошо к рукам не пристает. Такое песочное тесто. Так, теперь я это все перенесу в пакет. И пускай это немножко у нас отдыхает. А мы пока приготовим форму. Вот так. Итак, здесь я взял форму такую. Сейчас немножко я пекарным маслом так пройдусь, на всякий случай, чтобы ничего не пристало. Теперь берем это тесто и раскатаем на этой бумаге. Все тесто я не возьму, чуть-чуть, чтобы нам хватило на бортики.
Вот так примерно. И теперь я возьму форму и перенесем это на форму. Вот так. И у меня тесто осталось, но это тесто я раскатаю и сделаю маленькие печенюшки тоже. Так, потому что это песочное тесто. Итак, сюда теперь я перекладываю мои замороженные ягоды. Посыплю немного сахаром. Вот так. И у меня духовка уже нагревается до 180 градусов. Пока она нагревается, мы раскатаем другое оставшееся тесто на печенюшки. Такую форму пройду. Вот так. Совсем осталось чуть-чуть. Мне тесто, но уже некуда. Итак, сейчас я пройду немножко вилочкой здесь. И пойдет выпекаться вместе с пирогом до готовности. Я думаю, что минут 15 пойдет время. Духовка у меня нагрелась, так что отправляем вместе с этим пирогом минут 15-20. Итак, теперь я сюда добавляю все наши белки, то, что у нас были. Добавлю щепотку соли. И добавляем примерно 1 чайную ложку лимонной кислоты. И отправляем это взбивать. Так, и теперь на этом этапе добавляю сюда сахар. И пускай взбивается минут 10-15. Итак, печенюшки у меня выпекались 15 минут, смотрите, к чаю хорошо пойдет, а остальной пирог еще дам 5 минут выпекаться. В то же время еще пару минут дам белкам взбиваться. Итак, белки у нас взбились. О, какая масса. Сейчас это немножко уберусь. Теперь вот я сейчас основном пирог. И теперь белки идут сверху сюда. Ягоды дали сок, хорошо. Сейчас мы это распределим. И отправляем обратно в духовку на 15-20 минут. Итак, такой пирог у нас получился. Так как было, я видел на YouTube, все это получилось как следует. Сверху корочка должна образоваться. Так как видите, трещины должно быть, потому что внутри белок будет как зефир. Разрезать я не буду, показывать вам, что там получилось, потому что это пойдет мне на стол. Но я дам остыть, и тогда вытащу с формы и покажу, что, как получится без формы. Ну, вот такой ягодный пирог с безе я сделал. Посмотрите, выглядит аппетитно. Вышел с формы сравнительно легко. Нигде ничего не протекло, потому что, как вы помните, мы сделали бортики такие толстенькие, так что все соки с ягодами остались внутри. И, конечно, у меня оставалось немного теста, я сделал печенюшки вот такие. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей для выпечки. Сразу скажу, это не мой рецепт, а я смотрел одну блогершу, и она этот пирог делает постоянно и угощает своих гостей. Так как я видел на видео, что там было, так и получилось. Я разрезать не буду, потому что это пойдет у меня на стол тоже. Оставалось тесто, так как я пропорции
тесто немножко изменил, так как у меня был не маргарин 200 грамм, как нужно для этого теста, а у меня было 250, так что я добавил немножко ингредиентов, из-за этого у меня осталось немного теста, и я сделал печенюшки. Но под видео я подпишу количество точно, сколько в оригинальном рецепте составляющие входят. Тоже скажу, что выпекал я пирог сам выпекал при 180 градусов 20 минут, и после этого я накрыл сбитыми белками и еще выпекал 25 минут. Получилась обалденно интересная корочка. В оригинальном рецепте эта блогерша упомянула, что лучше всего добавлять туда кислые ягоды. То, что у меня были, но я еще добавил туда сахар. И когда я добавил сверху белок, то я обратил внимание, что ягоды дали сок. Но сок весь остался внутри пирога, так как бортики теста я сделал немножко потолще. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею. Если вы такого раньше не делали, попробуйте, может быть, и я вас тоже заинтересовал этим рецептом. А на этой аппетитной ноте хотелось бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.